27 марта 2023 года. Хмурое воскресное утро. Жители села Новый Бурец в Кировской области собираются в местном доме культуры. Они очень взволнованы и хотят немедленно поговорить с властями. Вы опасаетесь то, что... Очень. Мы ночи не спим. Вот такой страх у всех, правильно будет страх. Вот поэтому, вот видите, все выступают и боятся. Потому что, знаете, от него можно ожидать, видимо, все. В Новом Бурце живет 337 человек, большинство из них женщины. Почти все они работают на местном сельскохозяйственном предприятии «Русь» доярками, а это значит, идут на работу и возвращаются с нее затемно. 3 часа мы уходим на работу. Нас никто не увозит, не привозит. Мы идем одни на свой страх и риск. И вечером мы идем 8:30 в 9 домой. День пьяный напьется и поймает вилами или топором. Человек, о котором идет речь, Иван Росомахин. Он появился в селе несколько дней назад, вернулся с фронта. С тех пор он пьяный разгуливает по улицам, бьет стекла машин и бросается на прохожих. Вилы, топор, нож. И идет, орет. Убью всех, перережу всю семью. Орет. Страх местных жителей легко объясним. Новый Бурец – родное село Росомахина. Здесь многие его помнят. Они знают, что он уже делал раньше и как вообще оказался на войне. До тех пор, пока он здесь, у меня сотрудники здесь будут находиться круглосуточно. Потому что от этого отморозка можно ожидать чего угодно. Мы это все адекватно понимаем, у нас понимание есть, мы понимаем вашу озабоченность и встревоженность. Поэтому в обиду мы вас в любом случае не дадим. С ним есть договоренность, что во вторник мы его садим со всеми манатками в поезд, и чтоб он отсюда свалил, чтоб я его здесь больше не видел. Росомахин не уедет во вторник. Полиция не выполнит своего обещания. 28 марта, на следующий день после этой встречи в Доме культуры, Иван Росомахин убьет человека. И сейчас мы вместе с вами восстановим события того дня и того, что ему предшествовало. Вернемся на 8 лет назад. 2016 год, лето, ночь. В продуктовом магазине в Новом Бурце выбиты окна, на всю улицу верещит сигнализация. Магазин ограбили. Украли 2 бутылки фанты, 26 банок консервов, тушенку, фаршированный перец и сайру в масле и 19 бутылок водки. Водка называлась значительно «Русский путь». Награбленное вскоре найдут в кустах малины. Преступник бросил мешок прямо в собственном огороде. Им окажется Иван Росомахин. Тогда ему был 21 год. Пока полиция его искала, он, пьяный, успел избить знакомого лопатой. А когда его наконец задержали, выяснилось, что год назад Росомахин также пьяным влез в чужой дом и попытался задушить соседку. В тот раз его отправили в спецприемник на 2 недели. В этот раз ему дали 3 года колонии. Росомахин освободился в мае 2019 года и вернулся в Новый Бурец. В следующие несколько месяцев он пил и дебоширил. Из-за этого к нему приходили полицейские, но Росомахин, конечно, предпочитал с ними не встречаться. Убегал во враг за домом и прятался там, пока те не уезжали. 11 ноября, спустя полгода после освобождения, он отправился в соседнее село Вятские Поляны, напился и, проходя мимо автобусной остановки, увидел там незнакомую женщину с рюкзаком. У Росомахина не было денег, поэтому он решил ее ограбить. Было 5 вечера, стемнело. Убедившись, что на улице больше никого нет, Росомахин напал на эту женщину, повалил ее на землю, начал душить, а потом стащил с нее рюкзак и убежал. В рюкзаке оказался пакет молока и нарезной батон общей стоимостью 66 рублей. Все это Росомахин выбросил. За эту уличную кражу его и задержали. С учетом того, что это был уже не первый его арест, его хотели посадить на 3,5 года. Но в ходе следствия выяснилось, что Росомахин виновен кое в чем гораздо более страшном. Это случилось 4 октября, спустя 5 месяцев после выхода Росомахина из тюрьмы и за месяц до кражи рюкзака. В тот день он шел в гости к другу, пить, конечно, и уже был пьян. Чтобы срезать путь, Росомахин залез в огород к соседке Татьяне Сапожниковой. Татьяна всегда боялась Росомахина, потому что она помнила историю о нем, о том, как он залезает в дома к односельчанам. Она признавалась в этом дочери, а та потом рассказала об этом на суде.
Поэтому, увидев Росомахина у себя на участке, Сапожникова выбежала из дома и начала кричать, чтобы он немедленно убирался. Разозлившись, Росомахин рванулся к ней и дважды ударил кулаком по голове. Женщина отшатнулась, бросилась в дом, но Росомахин пошел за ней. Как он потом говорил на суде, чтобы извиниться, но женщина, мол, его не слушала, продолжала кричать, а потом схватила грабли. И тогда он принялся ее бить. Цитирую приговор. Нанес руками и ногами, обутыми в ботинки, не менее 9 ударов в область головы, половых органов, верхних конечностей и правой нижней конечности. От ударов Татьяна упала и больше не вставала. Росомахин говорил, что после этого он подошел к ней, послушал сердце и понял, что она мертва. Тогда он решил инсценировать несчастный случай, перенес тело женщины в баню, а саму убитую положил лицом на грабли, якобы она упала на них. Так ее на следующий день и обнаружила дочь. На суде Иван Росомахин заявлял, что соседку не убивал, это следователи заставили его признаться. Суд не поверил. Во-первых, один из соседей видел, как Росомахин перелезал через забор на участок убитой Татьяны Сапожниковой. А во-вторых, на месте преступления были обнаружены его биологические следы, частички кожи и пот, смешанные с кровью убитой соседки. Врачи, которые проводили психиатрическую экспертизу Росомахина, обнаружили у него ментальное расстройство, но заключили, что, несмотря на диагноз, он осознавал преступность своих действий. За убийство и грабеж Ивана Росомахина приговорили к колонии строгого режима на 14 лет. Он должен был освободиться в 2033 году. Но тут судьба Росомахина сделала крутой вираж. Его помиловал Путин. И этим подписал смертный приговор еще одному человеку. В тюрьме Росомахин пробыл не так уж долго. Вскоре после того, как началась война с Украиной, он вступил в ЧВК «Вагнер» и поехал на фронт. Оттуда весной 2023 года он вернулся в отпуск в родное село. С этого я и начала свой рассказ. Он напивался, бил стекла машин, угрожал прохожим вилами и топором. Уже на следующий день после возвращения его за это задержали, а потом и арестовали на 5 суток. Местных жителей это не успокоило, поэтому они и отправились на ту встречу с полицией и местной администрацией, требуя защитить их от Росомахина. Все прекрасно понимали, насколько он опасен, и полиция в том числе. Послушайте, что тогда говорил начальник межмуниципального отдела МВД. Есть у нас такой индивидуум, Росомахин Иван Леонидович, который у нас со специальной военной операции вернулся. В принципе, ожидаемо было, что будет чудить, потому что этот человек крайне неспокойный, проблемный. Это все было ожидаемо. 28 марта Росомахин вышел из спецприемника. 29 марта утром сын местной жительницы Юлии Буйских пришел к ней домой и обнаружил ее мертвой. Сомнений в том, кто ее убил, не было. Юлии Ивановне Буйских было 85 лет. 2 месяца назад она отпраздновала свой день рождения. Событие было торжественное, отмечали в ресторане в Вятских Полянах. У Юлии Ивановны была большая семья, много детей, внуков и правнуков. Она обо всех заботилась. Ее внучка вспоминает, как все детство она жила в доме у бабушки, и та рассказывала детям сказки, настоящие народные. Несмотря на то, что в старости Юлия Ивановна уже с трудом ходила, продолжала каждое лето работать в своем огороде. Из ягод делала варенье и отправляла родным. Всем, кто ее навещал, вручала какой-нибудь гостиниц. Вообще любила и постоянно хотела помогать людям. Ее внучка рассказывает. У бабушки вообще это была прям потребность помогать людям. Она могла, забывая себя, просто бросаться на помощь. Иногда даже не думая, что ей будет тяжело, ей будет сложно. Она звонила мне и говорила: Аня, что там? Тебе чем-то помочь? Там посидеть с ребенком. Вятские Поляны – это город, куда молодежь из окрестных деревень приезжала учиться в среднеспециальных учебных учреждениях. Уехать поздно вечером домой часто не получалось. То автобус сломается, то дорогу заметет. В нулевых общежития в Вятских Полянах не было, поэтому подростки оставались ночевать у местных жителей. Юлия Ивановна жалела ребят и тоже пускала их к себе на ночлег. Одним из этих подростков был Иван Росомахин. Я думаю, что она узнала, когда он к ней пришел, и, скорее всего, она его даже пустила, вот просто то, что она помнила, что вот этот мальчик, он оставался, может, пришел, там, не знаю, спасибо сказать, что когда-то ему предоставили ночлег, чай попить. Я прям уверена, что он там, не знаю, побежал ставить чайник. И, конечно, никто не мог подумать, что ее жизнь вот так закончится.
Мы не знаем, что на самом деле произошло в тот день. По всей видимости, Росомахин помнил ее адрес. Но почему он в самом деле пришел к ней? Захотел ее ограбить, просто был пьян, а потом разозлился, как в случае с его прошлой жертвой Татьяной Сапожниковой. Что бы тогда ни случилось, нам известен конец. В некоторых источниках сказано, что Росомахин зарезал Юлию Буйских. В других пишут, что он зарубил ее топором. То есть сделал именно то, что предсказывала одна из жительниц Нового Бурца на встрече в Доме культуры. Его задержали почти сразу. Видеокамеры, установленные на доме соседей, зафиксировали, как Росомахин заходил и выходил из дома Юлии Буйских. За пару дней до гибели Юлия Ивановна звонила поздравлять с днем рождения своего правнука. Она сильно переживала, как бы он не оказался годен к воинской службе, боялась того, что с ним в этом случае может произойти. Юлии Ивановне было 7, когда закончилась Великая Отечественная. Несколько ее братьев и сестер умерли в те годы, а она сама пережила страшнейший голод в Центральной России. Она не хотела верить в то, что российская армия бомбит мирных жителей в Украине. Смотрела телевизор, потом разговаривала с внучкой и жаловалась: что-то я ничего не понимаю. Но в одном была убеждена твердо: война – это в любом случае плохо. Что бы ни происходило, никто не должен никого убивать. Но в конечном счете развязанная Путиным война и привела к ее смерти. Путин лицемерно твердит про светлую память Великой Отечественной и о том, как надо заботиться о ветеранах. Говорят, что отношение к старикам, доброе отношение к старикам, характеризуется вообще уровень развития самого общества. От этого общество становится более эффективным. И это очень важно и в себе воспитывать, и вот это чувство передавать всем тем, кто вокруг тебя. Но эта история хорошо показывает, чего на самом деле стоят его слова. Он не ценит ничью жизнь. Он начал войну с Украиной, бессмысленную и никому не нужную. Он отправил на фронт заключенных, людей, которых, по его мнению, не жалко. А теперь, когда они возвращаются и терроризируют города, ему плевать. Война калечит всех. На ней можно уцелеть физически, но внутри тебя что-то будет сломлено безвозвратно. Иван Росомахин был болен еще до того, как попал на фронт. После месяцев, проведенных там, он стал совсем неадекватен. Ему понадобилось ничтожно мало времени, чтобы убить человека. 7 дней после возвращения с фронта, 5 из которых он и вовсе провел под арестом. И он такой не один. Указом Путина были помилованы тысячи заключенных, многие из которых совершили страшные преступления. Теперь они возвращаются, изувеченные, сломленные, окончательно озверевшие после того, через что там прошли. Усвоившие главный урок: человеческая жизнь не ценится никем. Можно делать что угодно. Только теперь у них еще есть боевой опыт, а иногда и оружие. Проголосовать за Путина на президентских выборах значит проголосовать за то, чтобы все это продолжалось, чтобы война не заканчивалась, чтобы люди погибали по обе стороны фронта, даже те, кто находится от него за 1000 километров и, казалось бы, не имеет к войне отношения. Только что Путин убил Алексея Навального, человека, которого не смог победить, и сделал это именно потому, что боялся. Алексей объединяет людей и выступает против войны. Но даже если Путин украдет эти выборы, а мы понимаем, что это именно то, что он собирается сделать, у вас есть ваш собственный голос. Не отдавайте его убийце. Алексей призывал нас на этих выборах голосовать. Приходить на участки и голосовать за любого, кроме Путина. У нас есть четкая инструкция от Навального, что делать, и я хочу вам ее напомнить. Приходите на участки 17 марта ровно в полдень и голосуйте против Путина. Вы наверняка встретите единомышленников. Сейчас это самый безопасный способ выразить свой протест. Кстати, даже если вас уже заставили проголосовать, зайти на участок вам никто не помешает. Разошлите это видео вашим знакомым, тем, кто за войну, и тем, кто сомневается. Разошлите и тем, кто сломлен сейчас и не знает, что делать. Если вы готовы агитировать больше, посмотрите в описании ролика, что еще вы можете сделать. У нас есть задача. Ее оставил нам Алексей, и мы должны ее выполнить. Потому что бы ни случилось, самое важное – это оставаться честными людьми и знать, что мы ни единым словом, ни единым жестом, ни даже просто молчаливым неучастием не помогли Путину оставаться у власти. Мы поступили так, как велит нам наша совесть. 17 марта, полдень. Приходите на выборы и голосуйте против.